Здорово, народ! Навье подъехало! Рад вас видеть! Наконец-то Photoshop Battle с Человеком-пауком. Некоторое время назад я снимал своего подписчика в костюме Человека-паука. Это было круто, об этом есть видос на канале. Обязательно посмотрите его, если не видели, после того, как досмотрите этот. По итогу получилось много крутых кадров и уже несколько крутых артов. Для этого видоса я решил взять вот эту фотку, и буду я ее делать на мощном ноуте от Asus. Это ZenBook Pro Duo на 15 дюймов. И поскольку также я планирую работать в Blender, очень интересно посмотреть на производительность этой модели. Чуть позже в этом видео я расскажу про Photoshop Battle, как поучаствовать, про условия, про сроки и, конечно же, дам несколько исходников для работы с Человеком-пауком. Oh yeah! Если ты ждал этот батл, то ставь лайк и смотри видос до конца. Как и всегда, свою работу я начинаю с очень быстрого скетча и разметки основных моментов по композиции. В этой модели ноута стоит 15-дюймовый сенсорный 4К OLED дисплей, и он поддерживает HDR-контент и работу со стилусом. Супер удобно рисовать сразу по картинке. Вообще, по изначальной задумке хотелось сделать какой-то экшен, поэтому посмотрел на фотку и подумал, что было бы круто посадить паука на крышу авто. При этом, чтобы над ним пролетала в перевороте и еще одна таченька. Затем я сразу перешел в Blender, выставил камеру с примерным ракурсом и подгрузил болванки машин. И затем приступил к созданию окружения. Поскольку сама композиция по задумке драйвовая, то логично было бы сделать машины в движении, соответственно, фон будет размыт. Просто motion blur в фотошопе. Поэтому лепить что-то супер высокополигональное и детализированное смысла нет. В итоге я решил сделать здание как декорации в театре, но это грубо говоря. Это просто плоскости с картинками с небольшими доработками. Выстраиваю окружение только там, куда смотрит камера, немного с запасом в сторону. Основная особенность этого ZenBook — это дополнительный сенсорный 4К IPS экран ScreenPad Plus. Можно работать с ним как пальцами, так и стилусом. Комбинация мышь, пальцы и стилус — это сразу плюс к скорости работы. Для работы в Blender 100% must-have, так как всю работу с материалами можно увести вниз и оставить больше места для вьюпорта на основном мониторе. Далее я слегка залип на работе со светом. Сначала хотел сделать день, но потом все-таки остановился на вечере. В этой части уже переключился на Cycles. И кто в курсе темы, тот знает, что это крутой движок, но достаточно требовательный к системе, а особенно к видеокарте, так как вычисление происходит за счет видеопамяти в реал-тайме. И тут врывается сразу вторая фича этого ноута. Это его начинка. Тут стоит 8-ядерный Intel Core i9, Nvidia GeForce RTX 3070 с 8 гигами памяти и оперативка на 32 гига. И что думаете? Тащит? Еще как. Ну и после рендера я снова перехожу в Photoshop. Кстати, интересный момент. Изначально я добавил модель полицейской машины, но потом решил переделать текстурку под такси. В процессе я несколько раз менял модельки, но все-таки остановился на такси, на желтом классическом американском. И уже в Photoshop наложил текстурки с повреждениями и наклейками. Вообще это можно было сделать все в Blender, но я был не до конца уверен с выбором, и уже только после примерки в Photoshop понял, что все окей, и так оставил. К слову, в Photoshop на втором экране открывается специальная панель с горячими клавишами и удобными ползунками. Можно быстро поменять размер или жесткость кисти. Также есть возможность кастомизации под себя. Затем надо доработать минивэн и добавить больше динамики в сцену в виде осколков, дыма и прочего.
Ну и опять рисую по экрану, на этот раз тени и свет. Картинка выглядит круто не только за счет высокого разрешения, но и самой матрицы. Цвета насыщенные, черный цвет глубокий. Тут достаточно точная цветопередача, и это приятно. Важная штука для тех, кто работает с цветом постоянно. От себя могу сказать, что мне действительно было комфортно работать на Asus ZenBook Pro Duo 15. Второй экран в ноутбуках — это просто фишка всех фишек. Это, в принципе, второе полноценное рабочее пространство. Также есть специальная панель, про которую я говорил на примере Adobe Photoshop. Есть поддержка Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects и Adobe Lightroom. И у каждой программы это абсолютно разные панели с кастомизацией под себя. И это реально круто. Например, монтажить видео — это супер удобно таким вот способом со вторым экраном. Об этом я более подробно рассказывал на примере младшей модели. Можете посмотреть также этот видос, если не видели. Ссылку в описании оставлю, и также вот здесь вот будет. Машина реально мощная, она подойдет для творчества, для профессиональной работы. Это может быть фото, видеомонтаж, 3D-графика, 3D-анимация и даже стриминг. А самое главное, это портативное решение. Это значит, что вы можете брать с собой в дорогу и не отрываться от реально сложных и крупных проектов и работать где вам удобно. Если интересен этот зверь, оставлю ссылку в описании. Обязательно кликайте, смотрите, изучайте. А теперь, что касается Photoshop Battle. Под видосом я оставил пару исходников с Человеком-пауком. Скачивайте, делайте пикчи, делайте все, что хотите. Полная творческая свобода. Также можете помимо Photoshop использовать любой софт. Это может быть Blender, Cinema 4D, 3D Studio Max, все что угодно. Это не важно. Главное, чтобы было круто. Затем, после того, как сделали пикчу, выкладывайте в Instagram, отмечаете меня, чтобы я это увидел. И не забудьте залить свою работу по ссылке, которую я оставлю в описании. Срок 2 недели, я думаю, этого вполне будет достаточно. После этого периода я подведу итоги, выберу 5 самых клевых работ, по моему мнению. Может быть, закину голосовалку в Instagram. Кстати, что вы по этому поводу думаете, напишите в комментариях. Топ-5 самых прикольных работ получат мои фирменные стикер-паки, и также мы с авторами этих работ запишем отдельный Photoshop Battle у меня на канале. Будет круто. 100%. Ну все, жду вашей работы, и скоро снова с вами увидимся. Пока-пока!